Привет, друзья! Миран на связи. Сегодня никаких экспериментов, никакого прогрессива и никакого чистого вокала. Извините, ребят, но любителей нормального вокала мы постараемся удовлетворить чуть позже. Нормальный! Нормальный! Разворачиваем военные действия сегодня на Metal Music Madness. Главным героем этого выпуска будет не коллектив, а один человек, бравый шведский боец от металла Йохан Линдстранд. Этот товарищ разрывает уши слушателям своим вокалом уже с 1990 года, на тот момент ему было 14 лет. Однако мы начнем с более позднего периода его творчества. В 2004 году Линдстранд создал свое детище под длинным названием One Man Army and the Undead Quartet. Деятельность этого коллектива началась с шестипесенного демо When Hatred Comes to Life за авторством самого Линдстранда. Позже все эти 6 песен вошли в альбом 21st Century Killing Machine. Вооружившись таким материалом, который представляет собой прирок-н-ролльный дэс-метал и заручившись поддержкой крупных лейблов, One Man Army стали довольно успешно штурмовать мировую метал-сцену. На волне успеха первых релизов группа стала активно работать над новым материалом и за 2 последующих года выпустила 2 альбома Error in Evolution и Grim Tales. Авторство материала Линдстранд теперь делит с гитаристом Микаэлем Лагербладом 50 на 50. Это не сильно повлияло на общую картину песен. Все так же, без соплей, только дэт и рок-н-ролла. Ну а после выхода Grim Tales группа активно разъезжала по турам и к студийной работе смогла приступить лишь через 3 года. Результатом ей послужил 4-й полноформатник группы The Dark Epic. С этим альбомом все несколько странно, всю музыку к нему написал новоприбывший гитарист Йонас Блум. На этом фоне почти не чувствуется рок-н-ролльное влияние, все очень прямолинейно. Да, все конечно весьма мясисто, но чего-то в нем не хватает. Личный состав коллектива, видимо, подумал так же. В общем, это последний альбом One Man Army and the Undead Quartet. После окончания совместной деятельности музыканты разбрелись кто куда, а Линдстранд присоединился к группе The Crown. Надо сказать, One Man Army были для Йохана вторым фронтом. Именно The Crown, или как она называлась раньше, The Crown of Thorns, была его альма-матер. Группу The Crown в 90-м году Линдстранд основал вместе с 3 музыкантами. Их первым совместным релизом стало демо Forever Have and Gone 93-го года выпуска. Йохану на тот момент было 18 лет, а музыка звучит вполне зло и по-взрослому для того времени. С этого началась долгая и плодотворная деятельность The Crown of Thorns, а с 1998 года, дабы избежать разборок с одноименной американской группой, Йохан со товарища сократили название до The Crown. В дискографии коллектива есть один интересный момент. В начале 2000-х Линдстранд на пару лет покидал группу, и The Crown вместе с вокалистом At the Gates Томасом Линдбергом в 2002 году выпустили альбом Crowned in Terror. Позднее, когда Йохан уже вернулся в The Crown, коллектив переписал этот альбом, дав ему название Crowned Unholy.
Таким образом, мы имеем два одинаковых альбома с разными вокалистами, хотя вторая версия и записана лучше, и с родным вокалистом звучит как-то органичнее. История Линдстранда после распада группы в 2004 нам известна, а сами The Crown устроили себе 6-летний перерыв. Отдохнув и позанимавшись сольными проектами, участники коллектива вновь встретились в 2010 году, чтобы дать залп послушателям отборным дэт-металом в альбоме Doomsday King. Партии вокала здесь исполнил Йонас Штальхаммер, известный по работе с коллективами Bombs of Hate, Dark Creed, Dead Awaken и многими другими. Но, видимо, это была их последняя совместная работа, потому как в 2011 году The Crown с распростертыми объятиями приняли к себе своего первого вокалиста, Йохана Линдстранда. И судя по их страничке на Facebook, у ребят кипит работа, и вскоре мы сможем вновь наслаждаться работой их союза. Ну а дабы хоть немного ублажить любителей менее зубодробительной музыки, у нас есть два кавера от Йохана и Ко. Это Элис Куперовская His Back и Билли Айдоловская Shock to the System. В первой даже есть чистый вокал. А вот Shock to the System не заявлена ни на одном релизе One Man Army. Я вообще до сих пор не понимаю, как она оказалась на моей копии диска Grim Tales. Что мы имеем в итоге? Историю о похождениях вокалиста и композитора Йохана Линдстранда, которая крутится вокруг дэт-металла в лице групп The Crown и One Man Army and the Undead Quartet. А между делом все опять расслабились. Клип из прошлого выпуска так и не угадан, хотя, откровенно говоря, спойлеров было дофига. Так что самое время вернуться к прошлому выпуску, подумать, угадать клип и получить свой заслуженный приз. Ну а пока что едем дальше и угадываем следующий клип. Свои варианты оставляйте в комментариях к этому видео на YouTube. А если ты сам музыкант, играешь в группе и у тебя есть что показать общественности, выходи на связь, пиши нам на почту или в личку ВКонтакте или на Facebook. Ну а если вам понравился Metal Music Madness, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рассказывайте о нас всем своим тру металлическим друзьям. С вами был Миран. До свидания.